Всем привет! С вами снова проект «Великий и могучий». Мы рассказываем о русском языке с использованием регионального материала. Меня зовут Ольга. В одном из предыдущих уроков мы начали говорить о глаголе. Сегодня продолжим эту тему. Итак, глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета и отвечает на вопросы «что делать?», например, любить, что сделать, например, полюбить. У глагола есть следующие категории: вид, залог, наклонение, время, лицо. Вид – это постоянный признак глагола. Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «что делать?» и обозначают длительное, совершающееся в настоящее время или повторяющееся действие. Например, любить, говорить. Глаголы несовершенного вида имеют три формы времени. Настоящее, например, люблю, говорю. Прошедшее, например, любил, говорил. И будущее, полюблю, буду говорить. Настоящее время глагола обозначает действие, которое происходит прямо сейчас или регулярно. Я ем вкусный суп. Я ем вкусный суп каждый вторник. Прошедшее время называется так потому, что действие уже прошло. Я сходил в магазин. А в будущем времени действие еще только произойдет. Я схожу в магазин, когда доем суп. Подробнее о вопросах, которые мы можем задавать к глаголу, чтобы определить его время, в этой таблице. Глаголы совершенного вида указывают на завершенность действия, его результат и отвечают на вопрос «что сделать?», «полюбить?», «сказать?». Все глаголы делятся на переходные и непереходные. Переходные глаголы управляют формой винительного падежа существительного без предлога «любить маму» или родительного падежа со значением части от целого «выпить чего? Воды». К непереходным относятся глаголы, которые не способны управлять прямым дополнением. Например, «висеть на вешалке» и все возвратные глаголы, например, «влюбляться». Глаголы в формах настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам, то есть спрягаются. Про спряжение мы подробно говорили в одном из предыдущих уроков. Теперь давайте обратимся к творчеству вятских писателей. Сегодня хочется прочитать вам отрывок из повести Леонида Дьяконова «Олень, золотые рога». Приготовьтесь. Сейчас мы увидим красоту новогодней елки, почувствуем ее запах, представим себе красоту самодельных елочных игрушек. Не забудьте, дослушав меня до конца, поставить видео на паузу, чтобы найти в тексте глаголы и определить их вид, время и залог. Но тут мама зажгла спичку и подошла к елке. Огонек перебежал со спички на красную свечку, а потом на желтую, на зеленую, на синюю. Елка засверкала огнями. Красиво заблестели разноцветные цепи. Озарились пестро оклеенные спичечные коробки на нитяных петельках. Заискрились три пряника, обсыпанные сахарной пудрой. Засияли еще сильней замечательные конфеты «Флора» из лучшей в городе кондитерской Якубовского. Готовы проверять? Поехали! Зажгла. Что сделала? Совершенный вид, прошедшее время, переходный глагол. Так и хочется узнать, что же она зажгла. Подошла. Что сделала? Совершенный вид, прошедшее время, непереходный глагол. Пробежал. Что сделал? Совершенный вид, прошедшее время, переходный глагол. Например, пробежал. Что? 100-метровку. Засверкала. Что сделала? Совершенный вид, прошедшее время, непереходный глагол. Заблестели. Что сделали? Совершенный вид, прошедшее время, непереходный глагол.
Озарились. Что сделали? Совершенный вид, прошедшее время, непереходный глагол. Заискрились. Что сделали? Совершенный вид, прошедшее время, непереходный глагол. Засияли. Что сделали? Совершенный вид, прошедшее время, непереходный глагол. Понятно, что речь здесь идет о делах уже прошедших. Возможно, это воспоминание, так как все глаголы стоят в прошедшем времени. А теперь скажите, о прошедшем, настоящем или будущем речь в этом отрывке. А еще лежит свинья и кормит поросят. Поросят целая куча, все один к одному, словно желтый сугроб. И в этом сугробе торчат, выделяются черные носики, черные ушки и черные глазки. Все глаголы здесь лежит, кормит, торчат, выделяются настоящего времени. А значит, рассказчик, скорее всего, описывает то, что видит прямо сейчас. Вид у всех глаголов несовершенный. Все глаголы являются непереходными, кроме одного – кормит. Он переходный. Требует после себя существительного в винительном падеже. Давайте теперь приведем пример из этой же повести на будущее время. Теперь, когда ночью Дед Мороз пойдет по городу, станет разносить рождественские подарки, ему придется потрудиться, чтобы набить доверху великанские Мишкины чулки. Глаголы «пойдет», «станет», «придется» – это глаголы будущего времени. Деду Морозу все описанное еще только предстоит сделать. А теперь домашнее задание. Расскажите о своей самой большой мечте, когда вы были ребенком, о том, что вы делаете сейчас, чтобы осуществить свою мечту, или о том, что планируете делать для этого. Используйте правильное время глаголов и публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео или аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта «Великий и могучий». Увидимся на следующем уроке.